наша песенка будет быстрее. Смотрите, в небе самолет, а в самолете там пилот штурвалом ловко управляет и между облаков летает. Под самолетом то гора, то лес дремучий, то нора, то в небо дивится народ, то зайцы водят хоровод. Молодцы! А давайте-ка еще быстрее! Смотрите, в небе самолет, а в самолете том пилот штурвалом ловко управляет. Прикольно. Всем привет! В эфире ДКС, да, он самый. Так, что хотел-то? Да полетаем, наверное, миссию, которую делали. Самую первую с колонной. А потом еще да, попробую миссию собрать, которую начинал делать с уничтожением здания. Также хотел сегодня еще в Escape from Tarkov сыграть. Но посмотрим, как по времени получится. Значит, все миссии создаются для самолета Су-25 грач, для штурмовика. Делаем здесь в редакторе. Вроде как ничего такого замудренного нету. Тоже сам учусь. Постепенно познаю все. Так, первая миссия. А вот. Почему стал эти миссии делать сейчас? Потому что, ну, хочется сделать что-то такое, как бы, более-менее играбельное, любительское. Не для супер полетов, а для обычной игры. Потому что как куда ни пойдешь, одна миссия вроде нормальная, потом, блядь, ну, допустим, даже компании, да, вот тут миссия нормальная, потом какая-нибудь супер скилловая. Вот, поэтому пришлось что-то сделать такое. Ну, как бы для себя, да. Что мне нравится, то я делаю. Потому что когда играешь миссии других разработчиков, там играешь в то, что тебе создадут, да? Так сказать, что им нравится, в то ты играешь. А здесь ты сам создаешь то, что тебе нравится. Так, первую миссию создавали мы. Суть, значит, атаковать колонну иностранную. Самолеты Су-25 вылетают в горы. Состав колонны, да, миссию я... по-моему, я один раз до конца довел, да? И то до базы долетел, самолет уже был без гидравлики, выбит, приземлился и не сработала моя фишка, та, которую я всегда использую, да? Мог горячим посадить самолет и при этом еще целым остаться. Нет, увы, не получилось. Что у нас тут? БМП Брэдли, Абрамс М1А2, Авенджер ЗРК, Вулкан. Это два грузовика. 3 даже, да, получается? Да, 3 грузовых машины и страйкер еще. Да, миссию проверяли. Единственное, я не помню, провал я проверял, нет? Нет, мы до провала не доходили. Провал единственное не проверял. Ну, ладно, провал это дело такое, как бы. Сейчас посмотрим условия единственное. Вот провал. Так. 4.1, 4.2, 4.3. Ну вот, на 8 единиц техники, да? Любой из этих объектов, если будет находиться в этом триггере финиш колонна, то выполнится этот триггер. Сработает действие. Текст. Миссия провалена. И завершение миссии в пользу синей стороны. Ну, я надеюсь, это же сработает. Так-то вроде условия корректные стоят. Кто его знает, да? Так, ладно, давайте пролетимся. Я начинаю, конечно, с полетов, потом уже иду в редактор. Сразу идти в редактор, это, мне кажется, скучновато будет.
Будем только сидеть в этом редакторе, потому что редактор много времени отнимает. Вот, поэтому лучше начать с полетов. Взлет с полосы. А, ну здесь на полосе, да. Что тут за вооружение? ФАБ 250. Блин, что бы взять-то? Кто эти? Это управляемые ракеты, 2 штуки, получается. ФАБ 250 и нары, да? У меня сейчас стоят. Нары С8 осколочно-фугасные многоцелевые. 4 пилона. То вооружения мало. Конечно, можно взять чисто ракеты еще попробовать. Надежда тогда будет не только тогда на этого, на второго. Тут сложность миссии в том, что здесь не просто как бы надо добраться и пострелять в колонну, а именно надо добраться еще целым. Второй самолет надо сопроводить, как бы, ну да, чтобы он с тобой добрался. Потому что боты, они плохо летают в горах. Вот, надо очень аккуратно лететь. Ну, ладно. Так, все, вот это тогда оставляю пока. Посмотрю, что у него там. Тоже вот особенность здесь в редакторе, да, вот если вот кто редактором вообще занимался в играх, обычно там ставишь раз машинку, два машинку там, и ты на эту машинку на любую можешь нажать. То здесь нет, здесь вот видите, по идее 2 самолета, но отображается как 1 самолет. Вот как обратиться ко второму? Через первый нажимаешь на него и тут переключаешь, вот он тебе показывает 1 из 2, типа, блять, ну там не видно из-за меня, сейчас я. Вот он показывает 1 из 2. То есть всего получается 2, а вот этот первый самолет. И чтобы вот переключиться на него, на второй самолет, надо вот здесь 2 сделать. Все, вот он показывает. Су-25, уровень ас, это вот второй самолет. И вот уже начинаешь тогда его настраивать. Что у него тут? ФАБы 250. И 4 ракеты 25 МЛ. Почему здесь такое вооружение? Потому что, ну, так вот, уже на практике, сколько здесь ботом летал, они используют в основном только бомбы и управляемые ракеты. Все. Нары они коряво используют. Даже вот эти ракеты Х-29, которые говорят самые мощные, топовые, они и то их не используют почему-то. Были моменты, мы когда с ботом летали, у него постоянно они на пилонах висели. То есть он все вооружение использовал. Бомбы, 25-ки. А Х-29, они как висели, у него такие висели. Вот. Не факт, что он его использует, конечно. Их точнее. Ну, ладно, все, вооружение тогда настроено. Вперед. Время 10 утра. Ветер. Кстати, погоду мы здесь особо не настраивали, да, тоже, если уж уже там на то пошло, вот можно сложность даже создать погоды. Здесь температура плюс 20, а ветра вообще 0. Ну, как бы, если так рассуждать, ну как в горах может быть ветра 0? По идее. Но ветер какой-то да будет все равно. То есть обязательно надо погоду тоже учитывать. Ну, где-то там, допустим, у Земли там 1 метр в секунду, да, на 2 километрах высоты там побольше немного. Так вот, ну, ладно. Это все как бы дело такое, ты сам можешь в любой момент подкорректировать, добавить.
идет. Стрим на ютубе, на твиче идет. Срочно вылетайте. Цели в зоне поражения, время не ограничено. Это Мираж, вас понял, работает. Алексей, привет. Фабы 500 повесил и сразу чувствуется вес. Тяжелый. Так, выравниваюсь на курс. Блин, фонари врублены. Скорость большая, можно уменьшить. 650 была. А где он у меня? Бро, обожаю твои стримы. Спасибо, бро. Спасибо. Блин, чтобы вспомнить. А, вот, все. Нет, нифига. Все, вот вспомнил. Как это стекло регулировать. Карт бы побольше, да, для этой игры. Было бы здорово. Так, ладно, давай высоту наберем. Вот здесь карты, они вообще большую роль прям сыграют, да, вот для этой игры. Ну, видите, карты, они, если для этой игры, допустим, делаются, они делаются прямо из реальности. Ну, поэтому они, это, денег стоят, так сказать. Здесь все, что создается в этой игре, оно создается, покупается потом за деньги. И цены такие, знаете, как будто ты игру покупаешь. Вот ты, допустим, берешь самолет.
Лучше, конечно, пакет брать сразу. Сборку сразу. Там, допустим, несколько самолетов. Ну? А ты можешь самолет купить? Один. Да, такая вот игра. Ну. Если раньше вот игра была Look One, которая там ты покупал диск, там сразу самолет и все прям полностью сценарий, да, прям компания, по-моему, там или миссии. Вот. Здесь нет, здесь тебе надо по отдельности брать все. Хотя вот этот, не, подождите, по-моему, сборка-то Look One, она до сих пор есть, да, горячие скалы. Карты, да, карты здесь большие, ну, здесь карты большие. Ну, сейчас вот мы летим, это Кавказ называется. Сейчас мы вылетаем с Владикавказа, получается, вылетели в этот... короче, на территорию Грузии летим. Вот. Через горы. Здесь изначально создавалась вся вот эта тема. Сейчас ППМ перерублю. Типа война России с Грузией. Вот. И создавали эту игру иностранцы. То есть, если, допустим, по истории посмотреть 10 дней войны, по-моему, да, есть история такая, когда реально конфликт был Российской Федерации с Грузией, то здесь у них прям, я не знаю, они тут прям войну создали целую. У них тут не 10 дней. Там же прям компания у них есть, и самолет Су-25Т. Не успевает летчик. Попробуем облететь. Блин, как бы их так... Мне, короче, надо как-то так, чтобы у меня второй не разбился. Попробую высоту выше взять. Здесь есть карта Афганистана, по-моему. О, Максим, привет. Привет еще раз, спасибо. Блин, терминал твой не досмотрел, уснул вчера. Хотел посмотреть, как ты там. Итог-то какой? Я видел, ты там с пацанами играл. Или не вчера. Короче, запись стрима твоего. Да, нет, вроде он это нормально повторяет за мной. В смысле вы не пошли? Нет, ты был на терминале. Значит, я какую-то запись другую тебя смотрел до того стрима. Ты был уже на терминале, я видел, ты играл. Я вот не посмотрел итог. Как вы там выиграли, не выиграли, я что-то не понял. Точнее, я уснул. Ты там бегал с парнями, вас трое было вместе с тобой. Они еще такие торопыги прям. Ты им говоришь, не надо, не спешите. Они спешат постоянно, куда-то идут в бой. Но я так и не понял, чем у вас там закончилось. А, ты там проиграл, все, я понял. Ясно. Да, и это сегодня тоже хочу успеть в Тарков поиграть. Пока этот ивент висит с боссами, интересно. Блин, ну тоже, когда прям хорошо, ну прям разыгрался, готов был там с любым боссом драться. Не было этого
ивента. Сейчас наоборот как-то расслабился, он появился. Сегодня, не знаю, может быть, сходим. Мне немного остается. Я еще там 2 предмета найду и пойду уже этого смотрителя делать. Правда, у меня идет пока только, наверное, самая простая концовка. Не, вот эту миссию надо здесь летать, надо сначала играть в что-то простое, потом лететь. Миссия нелегкая, потому что тут еще лететь долго. Это уже как бы миссия такая, когда ты уже разогрелся. То есть, когда ты уже летишь точно наносить удары, а не так вот, как я сейчас лечу, я не знаю, как я буду играть сейчас. Потому что я даже еще не разминался. Ну вот у нас на канале сейчас на данный момент проходят стримы 3 игр. Вот, ну, лично вот мне пока эти игры, они вообще все разные, но они все интересные по-своему. В каждой игре свои эмоции, так сказать, испытываешь. Это Тарков, это Арма, это ДКС. Вот. Арма и ДКС это приближенное что-то к реализму, да, Тарков это уже такое больше пофигизма. Чисто поржать, поугарать, разгрузиться. Хотя Арма Reforged тоже, и там особо мы с пацанами не напрягаемся, тоже ржем. Там тоже весело. Надо проверить, у них сервер не упал еще, нормально все. Там же мы сервак тестируем. Так, ну все, сейчас будем готовиться к атаке. Мы выходим на противника, в лоб ему. Вот они двигаются. Так, ну, первым делом нарами, наверное, тогда. Воздух, земля. НРС вот стоит. НРС работа. Это значит нары выставлены. Все вот. Вот тут единственное, все зависит от угла, как с какого угла заходишь. Прицел, видите, уходит. Вот его надо ловить в это стекло. Оп, опустил. Оп, поднял. Такое дело. Так, задачу ставлю второму. Хотя нет, давай полети сначала за мной, пока мы их увидим. Вот он до сюда долетать. Главное ему долететь до сюда. Все, там уже проще будет. Он, кстати, хорошо атакует. У него вот этот навык ас стоит, и он его прям подтверждает нормально. Так, вот дорога слева. По вот этой дороге движется враг. Наблюдаю колонну. Она прям по дороге идет. Чуть правее сейчас от прицела. Так, атака и уходим влево.
Все, пошел. Этот ЗРК работает. Задача была ее остановить первоначальная. Сейчас тут уже ее надо разбить. Сейчас они, скорее всего, оборонительные эти заняли позиции. Так, да, они разъехались. Ведь. Так, Авенджер находится возле вулкана. Получается, он у нас уехал. Ну, это хорошо, что он не в степи. Сейчас надо по ним как-то ударить. Давай, давай, грач, бей. Ему задача стоит. Я сейчас по ним нарами отработаю. Ё-моё, это по мне, что ли, уже? Или это по нему? Он отбил просто их. 2 ракеты вон были. Блин, хреново. Второй. Сможет, нет? Блин, походу он сейчас упадет. Сильно, видать, ему зарядили. Да, Авенджер самый опасный. Потому что он это... Он как Стингер. Только несколько пусков за раз делает. Что у нас там? А, все, Авенджер уничтожен, вулкан остается. Так, вулкан сейчас надо добить. Сейчас я маленько развернусь. Все, основная угроза устранена, то есть основная защита колонны. Теперь остается вулкан. Вулкан это М113 та же, только с орудием этим. Шестиствольный пулемет у нее, этот, который крутится-то. Да, тут, конечно, на низких высотах не поработаешь, как обычно, ну, показывают, там грач летает на низких, здесь горы, приходится постоянно с высоты заходить. Ну, плюс, конечно, что ты можешь за гору спрятаться, да, когда ракета по тебе идет. Тоже как бы свой плюс. Я, кстати, мне было интересно, я же не интересовался, а сегодня так
просто как-то случайно наткнулся на ролик вообще. Для чего шилка была создана? Знаете шилку ЗСУ? Знаменитая наша интересная техника. По-моему, Енисей. Все, второго мы потеряли. Енисей есть такая, ЗСУ была. Ее... короче, они решали между Енисеем и Шилкой, что поставить на вооружение. Вот. Это были еще 60-е годы. Ну, вроде как так. Ну, Шилку выбрали. Почему? Потому что у нее... как раз вот эти 1500 метров высоты, это все ее. То есть она очень такая скорострельная. И в этом плане она, ну, в общем, хорошо поражает воздушные цели именно в своих вот этих пределах. Вот. А Едисей, Енисей, есть тоже такая тема. Она стреляет более дальше. Вот. Ну, так как были, допустим, ЗРК в то время уже какие-то мелкие создавались, вот, которые брали вот эти расстояния высокие, это, которые Енисей берет. Им было невыгодно Енисей использовать. Поэтому они выбрали Шилку, допустим, которая берет на 1,5 где-то, и оставили вот эти ЗРК, и все. Тема не... Единственное, у Шилки были проблемы, я как помню, там что-то по поводу у нее мелкий вот этот калибр, который на расстояние дальнее, если стреляешь, допустим, да? Нет, не на дальнее. Они же как бы эти ПВО еще основываются, вот эти ЗСУ, чтобы они могли технику пробивать. Вот, а у нее снаряды слабые на дальние расстояния. Они мало-мало берут, только легкие, бронированные. Короче, там целая эта задача предстояла. Шилку надо было снарядить, чтобы она могла и поражать, допустим, те же вертолеты. И также могла бы бить по технике нормально. Вот ее постепенно пытались улучшать. Но я так понял, потом со временем создали Тунгуску. Я там дальше не досмотрел. У Тунгуски там, конечно, больше этих выбора, да, уничтожения. У нее же ракета еще. Блин, как вулкан не знаю добить, что он ни хрена не уничтожается. Что там осталось? Можно по Брэдли ударить. Управляемые ракеты. Она на Брэдли стоит. Блин, там еще какая-то штука выехала. Я только по Брэдли стрелять, там еще что-то выехало. Че в итоге? А в итоге нифига. Или что-то же сожгли? Нет, нифига. Так. О, слушай, давай фаб, наверное, сбросим на них. Надоели они мне. Нет, нам надо вулкан. Я вот боюсь, что вулкан мне сейчас даст по голове. Потому что я же буду лететь, мне надо сброс выполнить. Чтобы сброс хорошо выполнить, надо, чтобы самолет был сбалансирована скорость, высота. И вот как раз в этот момент он мне может это нахлобычить. Надо его как-то выбить. Где-то здесь вот стоит. О, задвигался, задвигался. Они опять в колонну собираются. Опаздывают, видать.
Да, вот это, кстати, не я им ставил, это они сами так себя ведут здесь. Если на них нападаешь, они занимают оборонительную, потом время проходит, они снова встают в колонну и начинают движение. Вот видите, они начинают собираться. Вот. Как бы мне-то это наоборот в плюс, что они собираются. Мне надо определить сейчас вулкан какой будет. Так, он становится вторым. Вторым по счету. Здорово, пацаны. Подождите, не езжайте. Ну чё вы, ну нормально уже все было, ну. Хорошо стреляем так. О, 4 единицы остается. Так, Брэдли получается, Абрамс и Страйкер еще с грузовиком одним. Все, ПВО у них нету. Единственное, кто мне может оказать сопротивление. Ну, кстати, Абрамс может командирским пулеметом стрелять? Может, если близко подлететь. Страйкер стопудово, у него пулемет М2. Брэдли, да, Брэдли вообще еще дурь такая, начнет как своей пушкой фигачить. Кстати, что БМП, допустим, наша российская, что Брэдли, они вот у них вот эта пушка, она хорошо бьет. Может крыло тебе сломать. Так, что у меня осталось? Еще нары есть. Я, получается, отработал одной управляемой ракетой. Одним этим ну и все, и нарами, только больше пока ничем не работаю. Так, вот вижу машину, сейчас по ней буду бить. Вулкан сгорел. Так, что у меня горючки остаток? Тонна остается, надо ускоряться, а то мне же еще надо назад вернуться. Здесь нету резервного аэродрома. Вот еще одна сложность данной миссии. Грузовик сгорел. Ну и все, Брэдли остается. Надо, блин, эти цели сейчас как-то поразить. Ладно, управляемую ракету. А, вот она выставилась. Сейчас надо как-то поточнее, что ли, дать по ним. Они, видите, еще на расстоянии друг от друга. Вот это минус в том, то, что вот ФАП сейчас, если сбросишь волной, ну, 2 максимум зацепишь. И то это, если повезет. Вот когда они в кучку собираются, тогда интереснее их бить ФАБом. Что, у меня нары все закончились? Да, нары закончились. У меня осталось, значит, управляемая ракета, 1 ФАБ. 2 ФАБа, да, еще ни один не сбрасывал. И пушка. Пушка тоже, кстати, роль играет. Она тоже может помочь. Правда, надо вот эти Брэдли уничтожить с Абрамсом. Она вот их не берет нормально. Так, где я? В этих горах заблудишься. Давай, давай, давай. Бах. Да что такое? Почему я все мимо? Да мимо, смотри, опять повреждаю, но не на это. На 66% я его только повредил. Что управляйка стала у меня как-то плохо вообще. Надоело.
Я сейчас попробую отработать фабом. Вот здесь и нужен второй самолет. Он бы сейчас нанес поражение, добил. Я вот, допустим, ударяю первый, он добивает. Вот так это пипец. Сейчас попробую фабом поразить Абрамс машиной. Так, еще раз выставляюсь на одну. Две сразу не буду бросать. Где вы спрятались-то? Две вижу техники. Оно не оно. Давай, давай, давай. Опа. Сюда даже задел не могу. Блин, ну они опять живые, прикинь. Машину сжег. Брэдли с Абрамсом остались. Этот Абрамс стоит сжечь. А как-то сжечь. Я думаю, этих пушкой могу добить. Вот Абрамс единственная заноза остается, конечно. Блять, горючки мало. Если они сейчас перегруппируются, они на базу, это я их потом не догоню. Если до базы долететь, не успею, наверное. Что-то загорелось, по-моему, или показалось. Да, Абрамс остался, зараза, со страйкером, блин. У меня только пушка и все. Ну ладно, пушка еще отработаю. Так, что там у меня? Блин, ну у меня это топлива мало. Так что не такая же простая миссия получилась. Тут, если, допустим, был бы самолет... Да? Подожди, получается, нет, я, получается, Абрамс уничтожил. Блин, ну все, надо Брэдлю поражать и все со страйкером. Давай будем пробовать. Я не говорю, что это будет легко, потому что горючки мало остается. Ну, по крайней мере, по-моему, Брэдлю я пушкой возьму. Вот Абрамс нет. Ладно, будем пробовать.
Куда-то зараза спряталась, Брэдли, ее не видать. Все это время Абрамс видел, а ее нет. Блин, чё ж ты так плаваешь, что у меня прицел? Его теряю с этого. Видите, как гуляет здесь, капец. Я помню первое время, когда начинал на этом самолете летать, у меня джойстик был еще, ну, он старый был. То сейчас у меня новый. А тот вообще с тем джойстиком невозможно было. Только к цели подлетаешь, у тебя прицел куда-нибудь ушел, и все, и ты не можешь нифига сделать. Все, горючки мало, блин. Надо на базу. Она не выезжает из укрытия. Так, одного сжег, Брэдли остается. Надо еще сжечь одного. Ну ты стой, маленький. Горючки не будет у тебя там, это, канистрочки. Был бы вертолет, сейчас приземлились, заправились. Да? Все, пипец мне. Я до базы могу не долететь. Мне надо задачу сделать. Где он? Куда уехал, гад? Выходи. Куда он делся? Ты куда делся? Так, все, я на базу. У меня горючки нету. Курс возврата. О, Костя, привет. Ну все, Брэдли, ты сам там где-нибудь по дороге перевернись без меня, ладно? Мне некогда просто. У меня тут аэродромов даже нету. Так, чисто для информации повторю, я на территории Грузии летал. Типа здесь в игре сейчас. Так что покидаю я пока это место. Нет, я скорее всего не долечу. Но до базы лететь. Хера себе, 110 километров, 113. Ну, хоть на нашу бы территорию, да, залететь. И то, наверное, не получится, в горы падать будем. Ну ты выбирай, что тебе вот надо. Запасное топливо возьмешь, у тебя вооружение будет ограничено. Говорю, ну, у меня пушка осталась и все. И то это я не ограничивал себя вооружением. А если я, допустим, бы эти запасные баллоны взял с этим, с горючим, ну все, я считаю, либо пилоны бы, наров бы оставил, либо это ракеты бы не взял, либо бомбы. Ближайших нет аэродромов, да? Беслан только.
Конечно, на атаку, когда заходишь, у тебя горючка-то, ты же маневрируешь на полной тяге. По-хорошему бы, конечно, за раз зайти сразу, на удар нанести и это уйти, да? Но здесь так не получится. Хотя нет, можно сделать. Можно попробовать поближе подлететь до того момента, как, допустим, колонну подпустить поближе, там, чтобы она не в зелени была, а на открытом более месте на дороге, и все. Пока она оборонительную не заняла, ты просто ближе подлетаешь нарами по всей этой колонне, в рядок, и все. Ты большую часть колонны можешь поразить. Можно, я думаю, так сделать. Потом остатки добиваешь, и все. Как вариант. Потом как-нибудь попробуем. Ладно, сейчас долечу, что будет, то будет. Пойдем в редактор уже. Блин, ну, одной техники, зараза, это не хватило на это горючки на нее уже. Так бы Брэдли бы я тоже бы попробовал бы добить. Так что этот самолет надо еще познавать и познавать. Даже, вот, допустим, вот этот предел горючего, сколько это... А как вот ты познаешь? Тут же надо, видите, рассчитать расстояние, тягу еще, которую ты будешь использовать. От этого тоже зависит. Чем больше тяга, конечно, расход он быстрее. Ну вот Су-25 Грач, он больше съедает, чем Су-25Т. Я вроде как заметил, у Су-25Т побольше, что ли, горючки, чем у Су-25. Там у него 3 с чем-то дается, это только без дополнительных баков. Сейчас катапультироваться придется, скорее всего. Блин, гора вот эта сейчас высокая, я ее пытаюсь облететь. Поэтому Су-25, вот и с ним интересно выполнять миссии, ну если не хардкорные, чтобы недалеко где-нибудь, хотя бы, нет, между основным аэродромом, да, и задачей был резервный аэродром, либо там недалеко от вражеских целей, чтобы аэродром был, желательно бы, конечно, чтобы он был под контролем нашей стороны, чтобы можно было его использовать для заправки и перезарядки. Тогда будет классно. Вот я же вот миссии, которые делал, мы летали, вот там зимние 2 миссии были, потом миссия была, где колонну надо было атаковать возле Моздока тоже. Там везде были аэродромы, везде. То есть я везде заходил, заправлялся, перезаряжался и потом уже добивал. А здесь нет, здесь все, вот видите, здесь надо за раз уничтожить. Все. 100 грамм почти. Сейчас горы хотя бы преодолеть. Даже на полосу не зайду, кого-то, блин.
Да, сложновато мне было первое время, когда я с самолета Су-25Т на Грач перешел, потому что там ракеты есть у него, вихрь. Их вешаешь и все, и ты счастлив. Тебе не надо никакие там 25-ки крепить, 29-ки. Просто вихрями все, сколько там, 16 штук, да? Ну, что, тебе не хватит 16 штук поразить, 16 танков, допустим, да? Я бы сейчас эту колонну в клочья бы разнес просто, и все. Но эту миссию можем попробовать сыграть потом на Су-25Т, кстати, тоже интересно будет. Чисто так, для интереса. Да, сложно будет тоже в горах работать с шквалом, но можно попробовать. У него, правда, маневренность не такая, как у Грача. Просто Грач чем хорош вот в этих горах, он и все, то есть он быстро набирает высоту, быстро снижается, вот это все, вот эти его всякие фишки, да. Вот, а 25Т это пипец, на нем, блин, пока вот эти будешь зигзаги наворачивать, пока развернешься, они уже хоп в колонну встанут. То есть здесь, конечно, нужен маневренный штурмовик. Ставок, сотый, возврат. 1-0-0. Ставок. Следуйте курсом. Блин, еще бы грамм 200, а? Уже бы дошел до цели. 7-1-4, 8-3. Посадочный 1-0. Занимайте высоту Ну, видите, он продолжает движение. То есть колонна разбита, но он выполняет свою задачу до конца. Единица техники вражеской вот осталась от колонны. То есть вот этот гад сейчас доедет сюда, и миссия провалится. Кстати, можно провал проверить. Заодно хоть какая-то польза будет, да? Сейчас я посмотрю. Владикавказ, встречай меня. Блин, слушай. Меня так реально сейчас встретят. Короче, на поле выстроился. Прицелился на поле. Все. Будем считать, что я из него вышел. Ну, он так не выходит. Я что могу сделать? Я под проводами думал прокачусь. Нет, нифига. Не, ну он у меня целый остался, и правда. Ну, как бы... Я его не... Это, на куски-то не разломал. Так, и что? Итого. 5 единиц техники. Получается, из 6, да, и 2 ПВО. Все цели мои. Че, это не ВПП было? Ну, давай посмотрим. Блин, долго он ехать, да, будет?
Я бы посмотрел, провал. По внедорожью нытик гонит. Ну, вот его не добило одного, нытик дымит. Блин, вот здесь, знаете, вот единственное, чего вот еще бы добавить, конечно, да, оно будет требовательно. Повреждение такое, знаете, чуть от техники бы отлетало. А то вот он просто едет и дымит. Было бы классно, конечно, там какие-нибудь следы там от пули бы в нем оставались. Нет, у меня горючка закончилась, мне горючки не хватило. Не рассчитал я горючки, вот и все. Второй самолет у нас сбили, получается, а первый вот этот самолет я всю колонну разнес, кроме он Брэдли. Но мог бы его добить, но у меня горючки не хватило. Я немного до базы не долетел, там сколько там оставалось-то? Город пролететь и все. Поэтому вынужден был в поле сесть. Ладно. Нормально всё. Ну, когда-нибудь до конца доведу. Чего? Я старший лейтенант? В смысле? Я же генералом был. Какой лейтенант? Вы чё? Шутка. Подожди. А, это вот его повысили. На граче, да? Что-то медальку-то не дали. Хотел медальку тоже, может быть. Может быть. Так, смотри, это до капитана недалеко, да? А там уже майор. Сейчас еще пару раз вот так вот самолет в поле посажу. Так, шутки шутками, но вот такое. Так, ладно, пойдем в редактор сейчас. Я не хотел делать хардкорную миссию, но она сама по себе как-то получилась. Чисто из-за расстояния. Я говорю, здесь вот хардкор получился из-за расстояния. Вот. А если так вот смотреть, вот откуда здесь лететь? Вот это уже территория идет, вот она. Это территория Грузии. Вот. Я же здесь не расположу аэродром российский. Ну, наши самолеты, допустим. Поэтому взлетаем отсюда. Пересекаем горы. Самую ближайшую, более-менее дорогу выбрал. Это вот здесь она, колонна едет. Если я, допустим, где-нибудь здесь колонну выбрал, ну это вообще пипец. Там бы в этой зелени ее вообще бы не видно было. Вот. А сейчас миссия идет следующая. Которую делали. Тоже, опять же, территория Грузии. Вылет с Нальчика, получается. И надо поразить объект, который находится здесь. Вот завод уничтожить. Не, ну сейчас понятно, сейчас, допустим, скажут, так сейчас зачем самолеты, вон баллистическую ракету запустил и все. Ну тогда можно и ДКС удалить, как бы и не летать, да, по идее. Но здесь нету баллистических ракет, поэтому это мы бьем с штурмовиками. В прошлый раз, что я делал здесь? Нам надо было понять, как сделать условия, чтобы проверить, уничтожен ли этот объект или нет. В игре есть такая вот особенность. Здесь можно сделать проверку, что типа в этот триггер летят фабы. Вот ты когда летишь, фаб сбрасываешь, он тебе, если попадает фаб через этот триггер, то он дает тебе как бы это выполнение. Вот, все, фаб попал и действие происходит, да, какое-то. Вот, но у меня как получилось в прошлый раз? Я сбросил фабы, они пролетели через этот триггер и улетели дальше вообще в другое здание. Это уже, по идее, задание, ну, не выполнено. Вот, то есть здесь надо сделать две проверки, что фабы сброшены и чтобы поражена цель была. Вот, именно вот это здание. Что для этого делалось? Создавались вот такие объекты, контейнеры
Я вот не знаю, может вместо них что-то можно еще поставить. Палеты какие-то тут. Пробовал солдаты. Кстати, вот мне нравилось, что, вот, допустим, в такой игре, как Арма, там можно солдата в текстуру запихать, и все, его не видно. А здесь нельзя. А мы знаете, как можем сделать? Мы можем с вами солдат здесь поставить. Может, охрана объекта, да, и все, и по солдатам сделать уже. Вот, значит, проверка будет такая. Сброс фаба в эту зону и уничтожение. Ну, какой-то даже солдат погибнет, если фаб попадет по зданию. Логично? Логично. Тоже как вариант. Так. Там, где у меня сейчас вебка, там обычно выбираются объекты. Я закрываю самое основное. Ну, да, солдаты у нас здесь вот в танк заходим. Допустим, сторона синяя. Пехота. И тут вот можно стрелков поставить. АКС, РПГ, М249, АК-74, да, какого-нибудь обычного пехотинец. Ну вот, пехотинец М4 Грузия, допустим, да? Видите, он сразу дает этот поинт, блин, вот это надо тоже внимание обращать. Я вот хочу сейчас, допустим, поставить другого пехотинца. Надо вот, чтобы вот он вот эту хрень сделать, так вот, изменить. Не добавить, а изменить сделать. Все, он отщелкнулся, видите, все. Можно сделать группу, но опять же, они тогда будут рядом с ним, а я не хочу. Мне надо, чтобы они были по раздельности. Как Ctrl-C. Вот, Ctrl-V работает здесь. Ctrl-C, Ctrl-V, как типично, вот что-то копируешь на компьютере. Ну и одного кого-нибудь сюда. Пускай будет командир. Я что сделал? Можно было тут это отменить. Нету, блин. Кого я там куда скопировал опять? Так, 5-го надо еще поставить. Все, вот. 5 бойцов. Давайте им направление поставим. Ну, будут как часовые, наверное. Так, что теперь нужно сделать? Да, нам надо будет сейчас оборону здесь поставить. Где же какие-то должны быть ПВО. Ну, вообще, как бы здесь это будет сделано все внезапно. Поэтому обороны здесь будет немного. Наверное, можно какие-нибудь шилки добавить, да? Тогда самолетам придется задержаться. Работать надо, меня в сон клонит. А что у тебя за работа? Я имею в виду, ты не за рулем? Просто если человек за рулем и в сон клонит, то это уже не работа, это будет пытки. Так, итого, проверка есть. Триггер, я имею в виду, вот этот сюда надо будет, чтобы пап прилетел. И есть эти, сейчас, секунду.
Так, и что мы имеем? Граунд 2, граунд 3. Это я эти смотрю, у них имя группы, они там же отображаются, где у меня сейчас этот веб-камера, из-за нее не видно. Там где-то выбираем солдат. Вот они. Граунд 2, граунд 3, граунд 4 и так далее. То есть вот эти бойцы. Вот по вот этому значению я буду к ним обращаться, проверять какой-нибудь из них, если погибает от фаба, да, какой-нибудь же погибнет. Вот. Сработает проверка, что фаб сработал по этой цели. Конечно, игрок может отработать и нарами по этой цели, но тогда не сработает условие проверки, что он сбросил фаб. Вот в чем хитрость. Можно, конечно, если сделать одно из этих условий, либо чисто уничтожение этих бойцов, либо проверку чисто на сброс фаба, тогда будет херня. Вот. А когда два условия эти создаешь, вот, тогда уже будет все продумано более-менее. В основном так вот оно и делается. Вот. Всегда должно быть дополнительное условие, чтобы выполнялась эта задача, потому что ее же можно по-разному выполнить, с разных там направлений, с разного вооружения. То есть можно схитрить, да, как обычно бывает. Это вот как играешь, допустим, в те же гоночки, да, можно по дороге двигаться, а можно через поле до финиша доехать, и все. Если условия не поставится, допустим, провал, если ты срезал путь, то так любой может выполнить. Также здесь каждое условие должно быть продумано. На то он и редактор. Что это такое? Т-80 не надо. Так, ну, создавать в городе, допустим, тут армию. Во-первых, это как бы промышленная такая зона здесь. Здесь какой-то завод. Единственное, я могу поставить где-нибудь... Блин, да даже вот защиту какую здесь ставишь. Чисто для геймплея, для игрока сложность добавить и все, какую-нибудь шилку ему влепить сюда. А так это типа внезапно все. Самолеты вылетают, наносят удар по объекту и возвращаются на базу. Все. То есть такая вот миссия. Она несложная. Видите, сейчас вот показан самолет, юнит 1. Один. Это значит, он один вообще, в общем. Один из один. Вот. Если я хочу сделать два самолета, я нажимаю вот здесь. Все, теперь их два. Теперь, чтобы из этих двух самолетов, мне надо обратиться, допустим, к первому, к игроку. Я нажимаю вот здесь. Один. Вот, все. Сейчас я... Первый самолет у меня во внимании, так сказать. Я могу ему настроить здесь все, что нужно. Ну, допустим, так как это аэродром, запуск со стоянки. Ну, давайте сделаем в этот раз запуск со стоянки. Вот. То есть это когда мы появляемся, и самолет у нас стоит на парковке, двигатель заглушенный. Вот. Ты начинаешь его запускать и запрашивать там запуск, взлет, и руление, взлет и все такое. Также надо запомнить группа Аэриал 1. Это группа наша будет. К ней надо будет обращаться. Вот самолету, значит... Вот тоже вопрос, как ему ограничить вообще вооружение. Здесь сделать строго мое. Ну, ладно, условия будет стоять на фабы, в описании главное добавить. Допустим, фабы будут использоваться 250-е. На всякий случай будут нары заряжены, допустим, да? Многоцелевые. Ой, я знаю, какую можно сложность сделать. Можно добавить вражеский самолет. Тут-то я тоже буду охеревать. Я еще не научился с ними драться в воздухе здесь особо. Грузинский Су-25 добавляешь, это полный пипец. Он тебе там такое устроит. Это хуже, чем, блядь, ЗРК будет. С ним такие маневры будешь выполнять-то.
Так, ракеты воздух. Воздух. Обязательно. Потому что все-таки мы залетаем на вражескую территорию. Так, это первый самолет. Теперь второй самолет. Этому фабы не надо, этому нары только. А что, воздух-воздух только одну можно, да? Ну и все. Он будет как прикрывать нас. Второй самолет. Так, навыки ему поставим в этот раз ветеран. То есть он будет не асом. Предыдущий ас в миссии там. Но что-то как-то все равно. Он, блин, у нас как-то интересно с ним полеты с тем получаются. То меня, блин, коцают, то его сбивают. Короче, кто-то приносит себя в жертву ради победы. О, знаете еще как задачу можно усложнить? Можно поставить сильное ЗРК там где-нибудь, чтобы не выпендривались летчики. Как вариант, да? Ага. Ну да, на территории вражеской там страны, республики обязательно должны быть ЗРК. Вот. Но при этом нам надо как-то так и ЗРК обмануть, и самим задачу сделать. Да, мы сейчас так и сделаем там. Но я посмотрю потом, сложно сильно будет, нет? Но задача ЗРК не уничтожать. Задача не попасть просто под его прицел, под его пуски, но при этом фабы сбросить. Ну, просто как-то глупо ставить шилки в городе, допустим, там городская местность такая, да, там, допустим, люди работают, да, там все нормально, мы просто внезапно залетаем, наносим удар просто по объекту, где, допустим, что-то создается, да, такое неполезное для нас. Вот. И наша задача свалить оттуда все. Но у противника все равно есть ПВО, конечно. Но это не в шило. Вот у нас по городу прогуляйся, у нас есть шилки в городе, я имею в виду. Вот как-то глупо это будет выглядеть. Поэтому, может, потом, да, когда уже там боевая тревога, там на нашу страну напали, там и танки приедут, и все, да, такое. А так нет. Чисто для геймплея хотел добавить. Нет, ладно, подумал, лучше ЗРК поставлю. Все. Такое вот вооружение. Так, сразу. Наша задача, что тут написано. Видно, да, там тоже текст. Наша задача нанести удар по объекту, уничтожить объект на вражеской территории. Вернуться обратно на базу. Задача для синих. Ну, это вот когда, я так понимаю, задача для синих пишется тогда, когда игра PvP. Здесь тоже можно играть в PvP. То есть красная сторона игроки, синяя сторона игроки. Для красных задача, для синих задач. То есть так вот. Ну и задача для нейтральных там, допустим. И гражданские, да, там, если какие-нибудь, может, для них какая-то. Так, ладно, все, описание есть. Нет, давайте даже добавим, наверное. Внимание. Для уничтожения цели используются бомбы ФАП 250. Как-то там М, по-моему. Примечание, так сказать. Давай проверим, как они называются-то правильно. $250М62. Ну а тут есть другие разве? Да, посмотрим.
Нет, больше нету здесь ФАП именно 250. Ну и все. Короче, просто 250. ФАП 250. И все ясно и понятно, да? Чего усложнять? Теперь сразу с чего можно начать? Вот, допустим, определили, да, уничтожение объекта, охрану надо будет потом еще добавить где-нибудь. Не, давайте сразу добавим, наверное, ЗРК. Где его можно расположить? Так, чтобы как бы и не сильно близко, и не сильно далеко, чтобы он создавал какую-то опасность все равно для самолетов. Да, конечно, 3D редактор был бы интересен в плане, ты можешь так хоп посмотреть, да, где какие города, где что лучше досягаемое. Тут вот в 2D ни хрена непонятно, где что. Ну, видно, да, что какие-то там деревни. Ну, давай вот сюда в Чиатуру. Нет, сильно близко. В Мандаете. В Мандаете. Что за Мандаете? Может, здесь горы. Вот это же высоты, по-моему. Так, ладно, давайте в Мандаете расположим одну. Там потом подкорректируем, если что. Объединенная группировка синяя. Не, ну уж раз территория Грузии, тогда... Грузия. Какие там объединенные синие? ПВО. Вот они, ЗРК есть. Можно букв херачить, кстати. Но это уж совсем будет жопа. Опять же, зависит от того, какое время используется вот этого конфликта или как его. Да чисто, ну, давайте что-нибудь АСУ, наверное, поставим, да и все, я думаю, нормально. Можно стрелу 10М влепить. Тоже как вариант. Допустим, здесь стрелу 10М. Это что, ее радиус действия, что ли, показан? Нет, а если... Осадовая АСУ. Во, во. Сразу видно опасность. Так. Вот можно по вот этому кругу ее куда-нибудь расположить. Так, только не на елки-палки ее поставить. То я сейчас вон в деревья запихаю. Ну вот сюда можно и расположить, да и все. Она будет здесь работать. Ой, что это за место? Ну вот. Одно ПВО есть. Так. Цхинвали. Пускай будет расположено. Стрела 10М. Ну не радиус маленький, да? Я так думаю. Нет. Да ее надо ближе ставить тогда. Что это у нее за радиус такой, блин? Или нет, или она больше возьмет. Нет, она больше берет стопудово. Кого? Ага, такой радиус. Я летал, она больше берет, так что нормально все должно будет. Эту фигню пока отображает. Что это за круг? Что он дает? Это, наверное, критический радиус, когда уже к ней совсем близко подойдешь. Вот, короче, две ЗРК вот здесь будут стоять. Нет, подожди, две.
Получается, вот эта сторона, вот эта сторона. А с этой стороны разве не бывает ПВО? Здесь тоже надо что-нибудь поставить. Тоже стрелу 10 поставим. А потом можно будет изменить, поменять, если ПВО фигня, допустим, на другой какой-нибудь помощнее. Все это корректируется. Все, вот ПВО есть, да? Также, допустим, нас как бы все равно же на радарах мы обнаружимся где-нибудь. Су-25 штурмовик, он же не стелс-самолет. Вот, обязательно можно воссоздать самолет. Так, где у них аэродром? Ну, допустим, Кутаиси. Отсюда можно запустить авиацию вражескую. Сейчас у Грузии, наверное, армия уже иностранная техника, хаммеры, да, там все в основном. А в то время-то, когда еще Советский Союз-то развалился, у них же еще отечественная техника оставалась, поэтому самолеты, как помним, летали, когда вот этот момент-то был, 10 дней войны-то называют этот конфликт. Там эти грачи-то летали, Су-25, по-моему, у грузинцев тоже были же, да? Поэтому пускай грач будет. Посмотрю, есть он у них здесь в игре. Так. Не дает только артиллерию. Давайте будем искать. Надо, видите, Грузия ставится. 10 бронетехника, невооруженные, ПВО, пехота, поезда, укрепления. А если мы возьмем объединенные синие, группировка, разницы нету. Где у них здесь авиация стоит? Сейчас. Да отстаньте мне со своим этим ППМом, надоел. Тоже момент тоже интересный. Ну, логично, если мы будем взлетать, мы будем взлетать слева. Потому что мы сюда не доедем. Нам... Вот. Она расположена на парковке вообще где-то справа. Это нам придется покататься. Да, ты можешь, конечно, как вот у нас, как я и говорю, можно хардкор опять сделать. Можно самолет куда-нибудь захерачить и пускай катается он пол игры только на нем, как на машине гоняет. Вот. Но так как я этой херней не занимаюсь, мне хочется, наоборот, больше как бы, чтобы ориентир был долететь до цели, поразить цель. Вот. Чтобы не вот это нудно было все. 13-14 места парковки. Смотрим. Место, вот видите, он пишет. 1. Значит, так как я первый самолет, я должен быть на 14 месте с края, то есть за мной же пойдет потом второй. Вот, я выбираю себе место 14. Все, вот он, видите, с краю. Вот этот самолет будет уже на месте 13. Все, то есть мы здесь запускаемся, я выруливаю, и он за мной. Вот. Отсюда начинаем взлет. Вот. Также примерно с направлением мы сейчас рассчитываем, да. Взлет идет в эту сторону, и отсюда уже ППМ-ки начинаешь выставлять. Так, теперь насчет грузинских самолетов. Сейчас. Я специально вырубаю вебку, чтобы мы могли видеть, где я их найду, эти самолеты. Ну вот я сейчас посмотрю. Так, страна Россия, непосредственная поддержка войск, пишет. Так, тип Су-25, а как? А почему там такого выбора не дается? Ай, блин, чё я, блядь, я самолетик-то не выбрал. Я думаю, что такое? Я херню выбираю самый, блин.
Нам же надо выбрать самолетик вот здесь. Да есть что-то у них аэродромы такие короткие. Вот, у них тоже самолет не заведенный будет, да? Так, здесь, вот он, видите, вам показывает сразу, кому вот это Кутаиси относится. Нейтральное. Мы ставим синий аэродром. Хоп, он посинел. Здесь ресурсы у него появились. То есть вот этот аэродром синих. А также смотрим еще какие-нибудь аэродромы. Вот он, Синаки Колхи. Нажимаем. Синий. Ну, то есть территория полностью синих. Чтобы не получилось так, что игрок... Ой, пойду там приземлюсь. Ага, на грузинской территории. Можно охрану расставить тоже им, чтобы... Потому что всякое бывает. Захотел там... Ой, полетаю, посмотрю там аэродромчики. Конечно. Ну, если так вот по реальности... Ну, не по реальности как, мы же играем все-таки в симулятор, да, оно должно все-таки к реальности приближено быть. Вот. Хоть я и геймплей тут, и все. Все равно логика-то должна быть. Можно укрепить здесь, ПВО поставить какие-нибудь там. Но я думаю, ПВО и так достаточно. Тут он жопа вообще. Я не знаю, сможем ли мы фабами отработать. Опять же, вот если не сможем, значит будем основываться на геймплее уже. То есть сначала как вот оно идет? Сначала основываешься типа, а вот так было, а так не было. А потом уже смотришь, да? Ага, что-то как-то это, там не так, там тебя сбивают, там какая-то фигня. Вот. Уже начинаешь идти ближе к геймплею, а не к реальности. Вот. Я понимаю, что можно такую миссию собрать, прям реалистичную, что ты на граче вообще сюда не приблизишься. Вот. Ну, надо как бы понимать, что мы же все-таки играем, хоть и в симулятор. Так, теперь Нальчик. Красный аэродром. Я вот думаю, надо что-нибудь его... Да нет. Не надо ничего туда ставить, никакие ПВО, нифига, потому что это внезапно будет. Прилетели, объект уничтожили и свалили. Все, пока. Пойдем погоду посмотрим. Пускай будет там 2008 год. Ну июнь пускай будет. Так, время 6 утра. И вот тут можно уже погоду подшаманить. Вот, кстати, да, если сейчас погоду подшаманить, ветер добавить, фабы уже так легко не пойдут в цель. Их ветром будет сносить. Это тоже важно. Здесь можно такой ветер настроить, что ты, блядь, самолет будешь садить вот так вот. Не вот так вот, а вот так вот. У меня был такой ветер. Но я, правда, так не смог его посадить, не получилось. У него колеса так не разворачиваются. Так что тут дело такое. Так, 10 метров высота. Ну, блин, я не знаю, сколько поставить. Ну, давай 2 метра. Он, видите, вам уже выставляет. Допустим, нет, 1, здесь 2. А, на 2000, допустим. 4 пускай будет на этом. 5. Как-то так. Не, можно, я говорю, вот с ветром лучше здесь не баловаться. Здесь можно такую херню настроить, что ты не стрелять нормально не сможешь, не летать. И посадить не сможешь. Поэтому нельзя, знаете, как в жизни там. Сегодня нелетная погода. Ну да, здесь можно ее создать. Здесь можно реально создать нелетную погоду. Так, давайте добавим, наверное, направление ветру. Да, усложним задачу. Оп, навстречу ветру сможем взлететь? Нет. Ну. Так, а 2000 метров?
Сюда пускай. Кто в ветрах, кто разбирается? Как их правильно настроить? Я вот тут уже не знаю. Сейчас фигню настраиваю. Знаете, что хочется добавить еще? Так, это 6 утра же у нас получается. Туман. Вручную. Давай автоматически сделаем. Погодка. Сама погодка. Дождик, не дождик. Как вот я тут... Не знаю, тут не помню вот именно как дождь сделать. По-моему, если я не ошибаюсь, вот здесь погода по умолчанию. Вот тут выбираешь осень, дождь, лето, дождь. Лето, дождь. Есть такая? Загрузить. Вот, он тебе загружает. Ни хрена себе. На 500 метров 11 метров в секунду. Ты чё? Меня унесет нафиг. Не. А ну хотя, знаете, давайте оставим так, только ветер маленько уменьшим. Давай хотя бы 2 сделаем. Здесь 4, здесь 7. Нет, давай 5. Здесь больше будет на 8. Но на 8-то я точно подниматься не буду. Пыльная буря. Нет, здесь пыльной бури нет. У нас здесь не пустыня. Это если в Афган играть. Так, ну туман немного будет. Хотя нет. Если дождь, какой нахрен туман? Дождь в тумане может быть? Так, ладно, пока вот с этим достаточно. Вот сейчас тут на нашу рудю. Самолеты. Давайте здесь оборону поставим. Потому что здесь авиация будет вражеская. ПВО. Шилки я имею в виду. Мелочь такую какую-нибудь там. Кстати, можно поставить этот ЗРК, который первый есть. Тут он сильно далеко не берет. Ну, типа как защита аэродрома. Стрела. Вот 1М. Да, ее можно здесь поставить. Раз. 2. Шилку где-нибудь. Даже без нее-то родной. Она, кстати, когда в советское-то время, она же во многих армиях была, да? Советская же техника считается. Это прикинь, вот она... А ее вообще сейчас, ее, по-моему, сейчас используют, да? Хотя она еще, она с 60-х годов, прикинь, шилка. Ее еще там это определяли, будет ли она на вооружении, нет, когда ее создали-то. Так, теперь самолетики. А, ну вот он нам показывает Су-25. Так, ставим одного новичка, наверное, одного опытного. Ну точно не ветеранов, они меня замочат. Если им сейчас ветераны ляса улепить, они нам такую херню тут намутят. Но, допустим... Да, я думаю, 2 самолета надо будет ставить. Один это будет бред. Так, ставим раз самолет. Это будет новичок. У него есть еще окрасы какие-нибудь? Во.
такой можно. Тоже грач. Так, ракеты. Воздух, воздух. Ну, я вот Р-60 им ставил, но у нас Р-60М стоят. Может, наоборот. Без разницы, короче. Посмотрим. У них единственное, видите, нельзя будет еще ракеты сделать. Поставить. Но они будут как перехватчики. Конечно, если так рассуждать, то лучше истребители поставить. Но истребители это пипец. Мы тогда я с ними драться-то не смогу. Они меня вообще ушатают. Да, давайте хотя бы штурмовика поставим, чтобы интересно было. Здесь уже на геймплей больше основывайся. Когда вот воздух уже больше геймплея надо, чтобы был. Хардкор будет печальный. Ну, это тоже более опытный, наверное. Нет, стоп. Так, этого удаляю. Этот будет, наоборот, опытный. Ему добавляем подчиненного. Это будет новичок. Вот так. Вот такой камуфляж. Так, ну вот этому давай ракеты дадим. Такие вот. Ну и все. Вот, и тут вот сейчас мы, кстати, будем тоже вот эксперимент, вот это условие нам надо создать. То есть самолеты должны будут прилететь тогда, когда нас обнаружат, я не знаю, ну что-то такое сделать. Не так, что мы прилетаем и они вот уже прилетели. А надо как-то рассчитать, чтобы это все было так вот синхронно по цепочке. Все, вражеский аэродром есть у нас, задание у нас есть, наш аэродром есть. Ставим теперь ППМ-ки обязательно. Вот, нажимаю на первый самолет, на самолет игрока. Добавляю. Ну, первый ППМ у нас, это, понятное дело, покинуть аэродром. Да, какие моменты надо учесть? По приборам в самолете показывается всего, по-моему, 3 ППМ-ки, если я не ошибаюсь. В Су-25 грач. Это в Су-25Т ты можешь первый, второй, третий, четвертый, пятый, 6 переключать между собой. Здесь нет. Здесь только 1, 2, 3, по-моему, это потолок. Либо всего их 2. Нет, по-моему, 3. Поэтому 500 ППМ не поставишь здесь. Они просто не будут видны. Их придется на карте тогда смотреть. Нажимать на самолет, и он покажет тебе все. Поэтому желательно бы тогда так. Вот этот ППМ мы сразу ставим, допустим, давай вот сюда. Вот до сюда, да? До гор. Это уже гора, что ли? До сюда. То есть надо взлететь и вот этот ППМ пролететь. А второй ППМ это будет у нас... Добавить еще раз нажимаем. Второй ППМ у нас идет сюда. Это уже на цель. Ну и все, вот 2 ППМ достаточно, да, я так думаю. Ну а третий зачем ставить? Ты можешь просто возврат выставить и все. 2 ППМ будет достаточно. А что можно настроить в ППМ-ках?
Заходим в первый. Тут видим пролет точки, ППМ, посадка за заправкой, перевооружением, пролет точки. Допустим, надо пролететь эту точку. Или... Ну да, пролет точки. А вот здесь. Слушай, блин, нет, лучше не надо эту херню ставить. Я что-то думаю, тут не то будет. Просто ППМ ставим и все. Тут это еще можно, знаете, как поставить вероятность присутствия на этом ППМе. Можно просто рядом где-то пролететь, и он отметится. А можно прям, чтоб строго на него. И вот, скорее всего, это вот эта тема. Либо пролет точки, либо ППМ. Наверное, все-таки пролет точки это оно и есть. Рядом пролетаешь, просто оно отмечается. Может так. Тоже вот здесь не могу пока точно сказать. Ну, тут он нам пишет, высота 3600 здесь должна быть. Зачем? Скорость 500. Требуемая высота. А здесь какую высоту он дает? Почему он везде 3600-то ставит? Зачем 3600? Ну, 2500 хотя бы. Скорость. Ну, скорость 500 пускай останется. Ладно, так что быть. Здесь высота 2. Для сброса, да? И скорость где-то 400. Также здесь в ППМ, как есть этот дополнительная настройка. Вот нажимаем сюда. Расширенные ППМ действия. Вот здесь еще можно что-нибудь добавить. Так, вот он нам пишет непосредственная поддержка войск. Нажимаем вот здесь изменить. Что это? В смысле, какая непосредственная? Фоновая задача. Тут у нас вот есть непосредственно при обнаружении атаковать. При обнаружении атаковать группу, атаковать в зоне, атаковать. Нет, основная задача. Следовать. Следовать. По-моему, нам не надо эту тему. Так, ладно, не надо. Так, посмотрим. Выполнить команду. Тоже посмотрим, что тут. Вот, следует на ППМ. 2. Все, этого достаточно. Вот, это, допустим, настроили, да. Еще можно добавить что-нибудь. Добавить. Там, настроить опции поведения. Я не знаю. Что тут можно поставить? Я вот это тоже сейчас, я с этим знакомлюсь, я не знаю. Если не подошло, да, я так понимаю, вот все, оно само исчезло, если не подтвердил. Ну и все, следует на ППМ. А вот тут уже можно что-нибудь сделать, да? Какие-то настройки добавить. Так, добавляем, допустим, смотрим. Основная задача — атаковать объект. Так, какой там объект?
группа. Там у меня получается... Пять. Граунд 5. 1, 2, 3, 4, 5. Граунд 1, допустим. Ну или 5 по центру, да, юнит. Граунд 5-1. Угу. Вооружение. Бомбы. Даже в ППМке можно бомбы выставить. Бомбы все. Ну, тогда. Это как бы 5-й юнит. Сейчас посмотрим. Это центр, да, получается? Нет, это 6-й будет. 6 это центр. Я по центру буду определяться. Вот видите, показывает уже ромбик, что тот. Нет, не тот. 6. 6, вот, все. Вот, видите, ППМ нам показывает вот эту цель, допустим. Можно несколько целей сделать, да? Смотрите, как это делается. Ну, как бы я тоже не знаю, прям уверенно, что это так делается, но вроде бы так. Так, количество боеприпасов не важно, количество так не важно, это не важно. Вот, я так думаю, это делается вот так. Делаем клон, да? Сколько у нас там? 5 объектов, да? Ага. А если, допустим, я выполнил задачу фабом, а мне пока их всех не уничтожу, у меня ППМ не исчезнет, что ли? Это какая-то хрень. А есть или, допустим, атаковать этот или этот или этот? Не, ладно, давайте не будем. Давайте вот центр вот отметим и все. Так, дальше. Что тут еще можно сделать? Какие еще у нас тут функции есть? Добавить. Так, здесь атаку я сделал. Обстрел нарами пушкой, ожидание дежурства, следовать пилотаж. Да, было бы проще, конечно, если эти бойцы были бы в группе, но я их не стал в группе ставить, потому что я их сделал, чтобы они были в разных углах. Просто когда ты ставишь группу, они будут у тебя в рядок перегруппировываться. Мне это не надо. Можно неуязвимость себе даже сделать, неограниченное топливо поставить. Пипец, да? Тут можно вообще летать на супер это самолете, который не уничтожается. Применение ловушек. Пользоваться в зоне ЗРК. Использовать на территории. Так, что я еще добавил? Настроить опции поведения. Применение ловушек. Использовать на территории противника. Как бы такую тему еще сделал. Все. Теперь нам надо создать условия для самолетов. Вот, что мы можем сделать? Мы можем создать с вами большой триггер. Ну, это сейчас вот идея возникла. Просто сразу мгновенно. Изменить. Как границу сделаем, допустим. Почему бы нет, да? Блять, как лучше? Так вот. А вдруг игрок захочет через море облететь? Кто его знает? Вот. Что эта граница дает? Но мы будем обнаружены врагом. К нам навстречу пойдет авиация.
Я как бы, видите, я делаю так, чтобы все-таки как бы не сильно хардкорно был, но в то же время и не лохи были против нас. У них же тоже есть и радары, есть и все. Ну, ага, залетели на штурмовиках, нанесли удары, ушли. Классно. Так, это будет граница, так и называется, допустим. Граница. Все, что она нам даст? Даст она нам следующее. Блин, мне надо тут как-то самолеты связать. О, мы можем их вообще на карте скрыть. Смотри. А, ну да, ну нам надо скрыть же на карте. В смысле, а я их не скрыл, что ли? Скрыть на карте. Так, подожди. Скрыть на карте и на это. Их же надо скрывать. Смотрите, галочки вот эти. Потому что игрок о них будет знать тогда. Если ты хочешь для игрока сделать сюрприз. Не, я-то как автор я буду знать, что они здесь. А вот так вот, да, допустим. Хотя у меня были моменты, когда переиграл свои миссии через некоторое время. Даже я забывал, где кто. Смотри, они даже здесь скрылись. Их нету. Вот ты можешь так их скрыть. Я вот тоже не могу этот момент понять. Нахрена их в редакторе-то скрывать? Почему игра их в редакторе скрывает? Для чего? Типа, что поставил и забыл? Или как? К чему это все? Так, вот этих ребят тоже надо нам спрятать. Они же будут видны. Скрыть в планировщике и на карте. Оп, получается, видишь? Я вот, допустим, на карте хочу скрыть у игрока их, а не у себя здесь в редакторе. Мне-то зачем их, блядь, скрывать? Тут тоже вот этой логики не понимаю. Ну, просто суть в чем? Вот мы сейчас игру начнем. Допустим, сейчас вот смотри. Какая ужасная погода. Меня аж уже сдувает. Видите, их нету. Вот, то, что я спрятал, этого ничего нету. Сейчас надо будет маркер еще сделать. А, эти есть. Я их же не прятал. Вот они есть. Вот то, что чтобы вот так вот значков не было этих, надо их скрыть. Вот. Также может такой быть момент, на карте их нет, они могут быть у тебя. Ну давай рестарт. Блин, нет. В планировщик надо зайти. Вот. А в планировщике есть. Но я же их и в планировщике скрыл. Вот, видите, в планировщике их нету тоже. Даже, кстати, забыл, какой город-то у нас. А, вот, цель. Видите, нету здесь ничего, спрятано все. Вот. Теперь, мне, допустим, надо этих ребят настроить. Что я делаю? Настройка карт. Показать юниту для коалиции. Ну, вроде так. Потом галочку-то убираем просто и все. Так. Этих тоже прячу. Я, кстати, это раньше тоже, когда первые миссии создавал, вот эти моменты я изучил, но я голову ломал, как это все, пока это, чтобы увидеть. Поискал, полазил, вроде нашел. Это все спрятал. Так, какой момент мне сейчас вот... Триггер я создал, границу вот эту. Теперь надо вот эти самолеты. Вот эти самолеты можно, допустим, полностью даже на дисплеях убрать. То есть их вообще можно, вот как есть вот в редакторе понимание, скрыть вообще в игре их. И активировать только тогда, когда ты захочешь. На данный момент можно попробовать такую тему провернуть. То есть я полностью их отключаю.
При этом ППМ-ку им надо обязательно добавить, когда они потом станут уже в игре появятся, чтобы они знали, что им делать. Так, командир у них вот этот, значит, типок опытный. Добавляем ему ППМ, допустим, вылетает он сюда, сюда. Ставим задачу. ППМ, им тоже надо ППМ ставить задание. Так, высота 2000 метров, скорость 500, ну нет, допустим, высота 1000 метров, пускай будет, они на низких высотах пойдут. Так, непосредственно поддержка войск, ну как вариант тоже можно сделать. Ну давай посмотрим, что тут есть. Основная задача: атаковать объект, ожидание, ожидание, дежурство, обстрел. Так, атаковать объект, атаковать группу. Атаковать группу. А где группа-то моя? Группа нет. Ну это типа рядом надо ставить, да? Это надо рядом наш самолет ставить, эту группу типа он увидит. Так, ладно, тогда не получится. Фоновая задача тут есть. Так, при обнаружении атаковать группу, атаковать в зоне. При обнаружении атаковать. Ну и все, атакует все, что он обнаружит, и все. Все достаточно. Так, добавим еще поведение. Только надо ли его, нет? Тут ничего нету. Применение ловушек. Нет, здесь ничего не надо. Все, этого достаточно, что они прилетают, атакуют нас. Они нас так будут атаковать. Вот, теперь что тут надо сделать? Так, граница, да? Триггер. Тут вот условия на фабы стоят. Так, это я все убираю. Создать. Имя. Самолеты. Так. Пересекли границу. Узнаем. Проверку делаем на то, что любой из наших самолетов, я же могу хитро сделать, я могу своего, допустим, там второго самолета отправить туда, да, а сам на базе летать. Короче, объект в зоне. Вот. Сейчас посмотрим, какие у нас там. Так, ареал 1, ареал 2. Чего? Либо тоже какие миссии можно делать. Да любые, как и сможешь по редактору. Какие навыки позволяют, тебя такие сделаешь. Смотря что ты как это поймешь этот редактор. Вот в чем суть. Можно просто сделать, вылетел, машинку уничтожил, вернулся. Вот, а можно что-нибудь, вот сейчас вот видишь, я уже маленько другой уровень. Стараюсь сейчас связать все. Атаковать объект гражданский, допустим, но при этом там что-нибудь такое, да. Вот. Ну и пересекая границу в другую страну, так сказать, защиту. Конечно, это геймплей делаю. Если делать по реальности, то понятно, на штурмовиках это надо быть мазохистом, лететь на двух грачах. Писячек-то получится сразу. Здесь, да, здесь можно даже компанию создать. Я же как-то была мысль у меня тогда. Только я тропическую карту туда выбрал. Да-да-да, компанию можно создать, ага.
Так, Ареал 1, Ареал 2, да? Правильно. Пилот Ареал 1.1, а этот Ареал 1.2. Мне же надо проверить. О, значит 1.1. Объект в зоне. Делаем копию. И между ними делаем или. Здесь Ареал 1.2. То есть вот этот триггер у нас проверяет первый самолет, либо второй самолет. Присутствует вот в этом триггере, вот этот триггер посещает, да, когда мы летим, допустим, через горы. Вот у нас происходит действие, о которых мы не знаем. Не, мы можем как бы сделать оповещение для игрока, что враг типа нас знает, да? Как легкое что-нибудь. Так облегчить ему эту задачу. 4 года в Reforger играю, а до редактора так руки не дошли. Ну если тебе интересно играть, то да, конечно, они до тебя не дойдут, руки не дойдут до редактора. Я вот не помню, блин, как тоже, может я наигрался так, пошел в редактор, ну, когда вот мне интересно играть, я тоже не хочу ничего особо делать. Я даже здесь долго, то есть до последнего сидел, эти кампании пытался пройти, не хотел в редактор идти. Но потом психнул, думаю, да ну нафиг эти миссии, блядь, поналепят ерунды всякой. Я не говорю про всех, но есть такое вот, блядь, играть даже не хочешь, честно. Сам для себя любимого делает хардкор и хочет, чтобы все проходили его. Нахрена? Надо, если ты создаешь игру для других ребят, ты делай так, чтобы она была играбельна, интересна. Либо пиши сразу миссия хардкор и все, чтобы в нее не заходить. Так. Теперь мне надо как-то самолеты активировать. Что за включить? Отображать ворота. Ага, вот тут, по-моему, тут все зависит от того, какие есть действия. По-моему, такую хрень не смогу сейчас сделать. Группу активировать. Ну, подожди. Нет, это не то. Полная группа движения. Выполнить действие, выполнить команду. Блин, а что тут нету сейчас этого отобразить? Я раньше, по-моему, ставил. Не то. Какие ворота? В смысле ворота? А типа он не может залететь потом в это место, что ли? Или что? Так что... Не знаю, в мастерской не смотрел миссии, а вот мне хватило вот этих компаний. Реванша, потом что там у нас еще? Тут битва за нефть. Видимость, рисунок, схему показать, спрятать. Ридик, привет. Релакс. Ты имеешь в виду эти радары-то налепить? Да блин, тут подожди, надо все равно это условие это вспомнить. Бля, где же она? Подожди, раньше же была эта тема.
Почему ее нету-то? Говорю, они намудрили что-то. Я тогда вот создавал первые миссии, там было показать на карте, по-моему. Что-то типа такого. Сейчас я не вижу даже этого. Либо перевод какой-то. Блять, что происходит здесь? Изучение объекта. Короче, вот, допустим, отобразить надо. Ну я понял. Короче, тебе не интересно было ПВП, а сейчас ПВЕ вот это, и ты тогда загорелся. Ну вот, значит, есть мотивация. Есть мотивация. Метка поставить для всех, нет. Тексты, музыка, звуки. Так. Нет этой темы. Ну тогда придется делать по-другому. Так, выполните команду. Это я уже делал. Команду. Так. Нету здесь отобразить. Вот в чем прикол. Так, ладно, пока это все оставляем. Идем к самолетам обратно. Самолету тогда я отображаю на дисплее. Да я хотел их спрятать, потом активировать. Пробуем, как ты говоришь, RLS. Давай так сделаем. Ну вон оса же есть. Она же их может засечь. По ней можно сделать условия. Граунд 1.1, граунд 1. Да, попробуем. В смысле доступен игроку? Нет. Здесь техника игроком доступна. Игроку еще доступна. Можно в ПВП поиграть, да? Прикольно. Понятно, ну есть как бы оса, да? Ну надо же условия создать для самолетов. Тут надо подумать. Не, ну подожди. Да, блин, ты все как-то быстро объясняешь. Я понял, что ты, может, и лучше меня, редактор, знаешь. Ну, некоторая инфа, она вот то, что ты пишешь, она мне не сразу заходит. Но то, что я обнаружение радаром, да, это логично. Ну, а как условия-то это создать? То есть ты имеешь в виду, триггер уже нам это не понадобится. Хорошо, ладно. Сделаем по обнаружению осы. Допустим. Обнаружено. Создай. Давай попробуем. Подожди, в правилах, да? Ну в правилах-то я не смотрел, может здесь есть. Может здесь есть эта тема. Объект в подвижной зоне юнита. Как в программировании. Вот, ладно, я помолчу. Я понимаю, как в программировании, но тут же мы не программируем. Я рад, что ты знаешь все это.
Ну, нам-то что это даст? То, что ты говоришь, программирование. Я любитель обычный, я не программирую здесь ничего. Пойдем в Арму 3, я тебе там команды тоже покажу. Посмотрю, сможешь ты напрограммировать. Я понимаю, ты больше меня знаешь. Тут же надо смотреть еще мой уровень, как бы, что я знаю. Блять, ты меня что-то сбило, я хотел сделать. Какое нахрен программирование? Ты что тут далеко прям пошел уже? Я маленько понял, короче, что можно придумать здесь. Короче, у нас есть вот оса. Это зона. Можно вот в этом триггере. Единственное, вот опять же момент, как им сделать вылет. Может им сделать ППМ. Короче, им надо сделать самолетом как-то действие. Именно действие, чтобы они начали взлет. А, здесь два варианта. Попробовать. Ну-ка, здесь у них... Зачем вот это все? Какое? Атаковать. Так, реакция на уклонение от огня. Боевой порядок колонна почему-то. Условия. Блять, нет, не то. Подожди, у них есть ППМ 0, я так понимаю, еще. Да, это тоже нулевой, да, получается? 1, 2. Вот, то есть можно в нулевом ППМе добавить условия. Я понял. Я понял, что ты имел в виду. Я хоть и еще пока учусь тоже, но я догадываюсь, что можно здесь сделать. Сейчас попробуем. Ну-ка, добавим, допустим, добавить, выполнить команду. Следовать ППМ 1. Вот, но условия, допустим, флаг 1. Так он, да? Сейчас надо создать этот флаг. Вот, то есть они получают команду. И как, блядь, их отобразить? Нет, я сейчас еще одну тему делаю. Будто в АБС играешь. Ну да. Так, я так понимаю, ППМ-ка пока вот это у них нулевая, они здесь стоят, а потом они уже будут... У них сработает следующее. Я им условия поставил флаг 1. Флаг 1 сработает у нас через триггер. Все-таки... Так, а триггер нам надо будет создать по оси вот этой. Ну, допустим, создать обнаружено. Объект. Так, объект. Подожди, нам надо понять вот это обнаружение надо еще.
Вроде оно было. Где оно, блядь? Вот, объект в подвижной зоне юнита, наверное, да? Нет, не то. Блять, оно то ли раньше как-то все здесь было. Ну, я помню, это все было, но здесь что-то еще было. И оно было как-то проще. А сейчас все это ковыряйся, лази тут. Вся группа в зоне. Короче, мне надо найти именно... Флаг-то я создам этот, конечно. Но мне надо понять, объект... Там, допустим, обнаружен, да? Да, блядь, чё мы мозги парим? Короче, смотри, можно такую-то херню сделать. Я не знаю, что, блядь. Как еще по-армовски, по дедовскому способу. Где эта хрень? Сам сейчас сделаю. Так. Триггер. Примерно. Сколько у него? Ну, где-то туда, да? До цели 1. Много. Блять, сколько там размер-то у него? Радар назову. Так. Такой есть, такой. Вот, допустим, да? Блин, Ридик, ты меня маленько запутал, я знаю, я правильно все делал. Ты мне какие-то программирования начал писать. Смотрите, ситуация как, можно вот этим способом сделать. Вот, или же вот, я сейчас по ПМ-ке создал этот флаг. И все, не надо никакие РЛС-ки делать. Зачем? Граница, она стопудово будет охраняться. Не может так, чтобы он пролетел, блядь. Вот. Все нормально, я правильно делал. Я не знаю, что ты меня запутал-то. Я понимаю, тут есть несколько способов, но я делаю своим способом. Все я правильно делал. Не надо никакие тут РЛС-ки. РЛС-ки вон триггер накладываешь на его. Что это за говно? Что это, блядь? Уху, классно. Все называется пипец редактору. Круто я попал. И чё? Что за глюк? Делет. Так, ладно, сохраняемся. Короче, смотри, это вот людям, которые не программисты, объясняю ситуацию. Можно вот посмотреть, вот видите, зона его обнаружения, и создать триггер вот этим размером. И все, если игрок в этой зоне, ну это логично, он его увидит радаром, то самолетики взлетят. Но это долго, это нереалистично, это хрень, блядь. Вот. Реалистично будет, если граница охраняется, ты границу пересекаешь, тебе стопудово логично радар засекет. Тем более это штурмовики Су-25 летят. У них нету режима стелса. Вот и все. Поэтому все я делал правильно. РЛС. РЛС это когда ты уже на поле боя находишься, то да, это реалистично, там она тебя обнаруживает. А здесь-то какая РЛС-то? Мы внезапно нападаем. Ты просто видишь, маленько пришел поздно и не понял сути миссии. Тогда бы ты понял, о чем я. Ну, ладно, бывает что. Спасибо как бы за подсказки, но я делал все правильно.
Вот эту границу преодолевают самолеты. Здесь вот условия создаются. Чтобы не было такого, допустим, мы еще не взлетели толком, а там уже самолеты кружат над городом. То есть самолеты надо запустить тогда, когда мы уже будем подлетать к точке. Вот еще момент, самолеты, они скрыты на карте. Вот их надо... Вот я говорю, раньше здесь было это действие, почему-то куда-то оно сейчас делось, его нету этого действия. Отобразить на карте. Почему он сейчас не отображает? Либо они его реально в программирование теперь запихали, только командой можно отобразить. Либо по-другому как-то перевели. Вот. Я помню хорошо, у меня есть миссия зимняя, где атаку надо отбивать. Там были спрятаны отряды. И были моменты, ты, допустим, на самолете первые удары наносишь, потом враг типа запросил подкрепление, и появляются еще отряды. Они были спрятаны в это время. Сейчас, сука, я заметил, вот тогда я тоже, когда вот какие-то эти обновления повыходили, эти отряды, либо совсем их, они не отображаются, либо приходится их врубать. Все, их не спрячешь. Короче, что-то они тут намудрили, эти опять эксперты. Нахрена, не знаю, зачем они это все сломали, для чего, вообще непонятно. Говорю, я просто помню, когда первый раз сюда вот эти миссии начал создавать, я все это помню. Я сейчас не могу найти эти команды здесь. Все к лучшему, как всегда. Так, обнаружено, значит. Объект в зоне. Клон. Или... 1, 2. Готово. Создать. Так, выполнить команду. Так, нет, создаем. Здесь. Это внизу в самом. Флаг установить один. Устанавливаем, потом создаем. Я не знаю, сможет ли он сразу выполнить действие. Установить значение. Так. Блин, объезда тема-то. Установить значение. Так, значение создал. Ну теперь... Сейчас мы так вот сделаем. Я посмотрю, как я там делаю в той миссии. Я помню, я с флагом там работал. Вот здесь флаг устанавливается, значит, установить значение 1.1, затем возврат на базу идет проверка. Вот, 1, true.
Чтобы с элементами программирования встречаться, надо изучить язык программирования. В каждой игре он свой. Это все. Так. Ну, значение 1.1. Вот здесь-то можно добавить, допустим, true, да? А вот там у нас как оно в ppm-ке проверится, нет? Тоже непонятно, блядь. И вот эту галочку тоже надо понять. Есть. Короче, надо вот с этой темой еще поэкспериментировать, посмотреть, как она... Так, ну ладно. Все на этом пока. У нас еще Тарков, просто надо времени не оставить. Маленько отдохнем. Ну все, получается суть в чем? Надо создать условия именно, ну, понятно, на объект это все сделаем, на уничтожение, все, чтобы смогли вылететь у нас самолеты. Вот. Я попробую через границу, если через границу тоже волокиты много, тогда я все-таки сделаю триггер с размером вот этого обнаружения все-таки, потому что он Асана стопудово обнаружит. Все, короче, надо сделать так, чтобы самолеты вылетели, и все. Единственный момент. Остальное все. Ничего там сложного нет. Все, пока этого достаточно. Ничего, осваиваем потихоньку. Спешить некуда все равно. Обычно миссии делать можно. Можно сделать там колонну уничтожить или еще что-нибудь. Базу разбомбить, там машинку уничтожить или еще что-нибудь. Тут сейчас уже делаем как подкрепление. Вот это все. Что это надо. Но мне вот интересно. Сейчас пойдем, редактор. Сейчас сходим, откроем миссию. Не ошибаюсь, по-моему, она... Это, по-моему... Давай, до связи. Сейчас. Сейчас свалю уже, почти уже валю. Ну, как бы простой он для людей, которые занимаются этим, понятное дело. Да, надо будет еще вот эту тему сделать. Я не знаю, или не делать. Не, надо будет сделать, потому что в игре не будет там маркеров видно. Никаких. Город отметить или цель поставить. Это в миссии. Вот как здесь сделано. Вот, здесь были отряды. Сейчас вот они, видите, все открытые. Они раньше были скрытые. Вот. Здесь сработал потом... Это все работало раньше, потом сработал баг. Почему-то они перестали отображаться. То есть они были как? Они были скрыты на планировщике, они были скрыты на дисплее. Вот. Сложность в том, что я вот пока не могу понять, что они намудрили, эти создатели. Как отобразить их в игре? Вот как вот обычно в играх есть. Показать, скрыть.
Ну, то есть создается, допустим, сейчас еще 2 минуты и побежал. Вот покер даже, пускай вот эта машина, да. Скрываешь ее везде, вот получается. И вот теперь как ее проявить-то? Так, то вот там граунд. Допустим, объект в зоне. Объект вне зоны, пускай будет. Зону сейчас надо создать. Пускай такая будет. Но он вне зоны нее. Объект вне зоны. Вот. И вот тут надо вот. Как вот она, блядь, эта хрень называется сейчас? Команда с параметром. Короче, надо отобразить объект. Группу активировать. Может тут это? Как понять группу активировать? Может перевод все-таки здесь изменился? Группу деактивировать, группу активировать. Включить, выключить. Как выключатель. Обедать позвали. Ну, приятного аппетита. Давить отказ. И все, и тут ни хрена нету. Я говорю, тут что-то намудрили, не было этого. Ну, то есть здесь было намного больше выбора, и то, что нужно, сейчас нету. Активировать статически, деактивировать. Либо перевод корявый, потому что раньше можно было проявить видимость объекта, то есть его можно спрятать было, либо наоборот это отобразить. Сейчас нету. Мало действий стало. Что вот это за группа активировать, деактивировать? Непонятная тема. Так. Ну нету здесь этого. Говорю, они убрали. Раньше было это. Я точно это помню. Я создавал так. Я объект прятал, объект мог. Ну, как бы вначале ты его прячешь, а потом в любой момент ты его можешь отобразить на карте. Сейчас нету такого. Именно в этом редакторе. Может, в программировании он и есть. Так что такие вот. Такая вот проблема. Ну ладно, не прощаемся тогда. Пойду я тоже передохну и потом продолжим уже в Таркове. Голову маленько разгрузить. Так что, ну, придумаем потом. Будем искать обходные способы какие-нибудь. Все равно что-нибудь найдем, я думаю. Как оно обычно бывает. Не можешь одним, можно другим что-нибудь сделать. Так-то там, я говорю, один момент только надо забабахать. И еще вот, я говорю, момент, это вот самолет, они же взлетят. Как вот их на карте-то показать? Они же это... Должны же у нас на карте отображаться. Так мы даже не будем понимать, где они летят. Но опять же, это для геймплея чисто. А если для хардкора, можно вообще все спрятать и нигде не будешь на карте ничего видеть. Но я не хочу такого. Ладно, все. Спасибо за подсказки. Как бы позже потом доделаем еще. Не прощаемся. Увидимся.